Виктория, ты готова? Да, Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. да, Что ты видишь? Маргариту. Мгм. Ну тогда давай считай сразу ее эфирное Не, ДНК. давай по правилам. Давай. Тогда на счет 3 найди эфирное тело Маргариты. Маргарита. 1, 2, 3. Ну вот, говорит, я Мгм. снова пришла. Выглядит как такой чуть-чуть вытянутый, сплюснутый с правой стороны больше. Такой шар блестящий, Мгм. сияющий. С правой стороны что-то есть черное. Выглядит как такая как бревно, палочка, как бревно с ножками. Ножки двигаются туда-сюда. То есть такое бревно вот от уровня плеча и вниз с ножками, без головы. М. Вот. Так. Подключка тянется в сектор магии. То есть идет присутствие человеческой воли. Мгм. И это мешает ей, ощущается и считывается, что ее свет как бы не выходит наружу, закрытость. То есть он преломляется на ее границах. И Мгм. получается, что как бы идет, считывается обратная волна, когда я это смотрю, отображается от границы, потом идет внутрь, потом отражается еще от одной какой-то границы, и получается стоячая волна считывается. То есть идет постоянно отражение от разных частей себя. Мгм. А можешь сейчас считать, как это влияет на Маргариту, эта Сейчас стоячая я волна? посмотрю. О, это вот эти уколы, которые она Иголочки. ощущает. Мгм. Так. Хорошо. Считай эфирное ДНК, Маргарита ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешения потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Мгм. Найди основную причину этой стоячей волны в пространстве Маргариты. Я вижу какие-то черные руки из сектора родовых программ, то есть из сектора интерферентов. Такие длинные черные руки, которые взяли вот этот столбец, он так звучит. То есть вот этот пенек с С ногами ножками. и переставил его вот как бы возле левой ноги. Мгм. А что это за бревно с ножками? Что это за энергия? Считывается похождение по чужим дорогам, чужие мнения. Еще какая-то сейчас звучит. Мгм. Слушай. Оно сейчас начало уменьшаться и превратилось в тарелку, с которой кто-то ест. Считывается как фальсификация жизненного пути. И идет в сектор магии, открыт портал. В Так. открытый портал я пошла в нижнее Мгм. пространство, то есть это уже в глубине подсознания находится.
там открыт портал, и там как будто бы такая цистерна, прямо такая форма, и там калашматится кто-то вот так, какой-то, считывается, ну, как будто кто-то с таким, ну, как будто бы человеческая фигура в М, мантии, считывается колдун. Я его заморозила, потому что там есть еще один, считывается, я хотела сказать, проход. Слово убегает, идет только одно слово. Ну, я хотела сказать портал, но оно м, считывается как контракт. То есть такой портал с этого в сектор родовых программ. А что это за человек? Это такое, как будто бы человека вытряхнули изнутри, и только вот эта шапка колдовская и такой плащ. И им так вот там мотыляют по этому всему, по этой цистерне. Я его стоп сказала, и когда он остановился, просматривается такая тельняшка, грудь вижу под этой мантией, а, м. и человека как будто бы нет, а как будто, ну, что-то как ничто, и сапоги такие, но самого тела не вижу. Как будто бы собран образ из отдельных частей, нечеловеческих. Типа Мгм. глаза есть, но это все какое-то искусственное все. Так. Кто хозяин этого собранного образа? Я вижу, там сидит какой-то человек, он тоже почему-то в тельняшке, и нарисовал такой кружок. Вот это как бросают дротики. Мгм. Вот он так нарисовал это и ну, вот так вот повесил, как будто бы. Это все находится в нижнем пространстве, в секторе магии, но вот так на уровне подсознательных программ. Мгм. Кто этот человек в тельняшке? Приказываем отвечать. У него написалось на груди имя Илья, Мгм. Что он делает? предшественник, он считывается как Илья, предшественник хаоса. Что он делает в пространстве Маргариты? Он говорит, что он диктует ей его правила и вручает ей этого человека, ну, эту болванку с ногами. Мгм. Он говорит, Так. я покорил ее, но почему-то говорит подкорил, то есть Мгм. подкорил, как будто бы. Так. Когда он впервые появился в пространстве Маргариты, что произошло на физическом плане? Когда ты это спросила, то мне пришел образ, что Маргарита смотрит, и у нее так застыл взгляд, вот как две тарелки на уровне глаз. Они вот так ее внимание, вот так застыло, вот это как зомби, и закрутилась, и эта энергия в такие, как две спирали белые. А, сейчас. И, она начинает вот эти проявляются эти импланты, то есть эти черные руки, которые начинают сами по себе, руководить ее руками, водят. И я вижу, сначала это было, как будто бы она раскладывает, какие-то карты, тусует их, да. А Мгм. потом вдруг в правой руке появляется, вот так она держит, такой черный карандаш. Очень толстый, большой, в виде такой какой-то, ну, толще с этой стороны. И она его берет как резец и вырезает вот так. Считывается символ цельнозора. Мгм. Илья на что притянулся в пространстве Маргариты? Где это его точка входа? Найди.
карты. Вот это то, что она тусует, Мгм. считывается как а, а Маргарита вызыванием духов, спроси ее, занималась? Э, Маргарита, ты имеешь в виду помощников или просто это ну, вот? еще раньше. Сейчас Маргарита скажет, только Да, тихонечко. было, но мы это все отменяли уже. Нет, Оно все по уровням. Ты на одном уровне отменила, а оно глубже еще потому что держится. я вижу, мне пришло вызывание духов, и я вижу портал открытый, но ситуации не вижу. Поэтому я и спросила. Мгм. Маргарита, Получается, микрофон выключи, пожалуйста. сейчас я считаю. Ситуации как будто бы в студенческие годы, но ее нет. Просто информация пришла как эхо. Так, Ост- хорошо. Смотри, Остался, ситуации нету. остался портал, Мгм. На чем он держится, этот портал, если ситуации уже и нет? этот портал как раз и есть вот этим бревном на ножках. Мгм. И там же считывается, что это и есть тот самый черный человек, которого видела Маргарита в видении, потому что когда я всматриваюсь в него, я там вижу это круглое лицо с такими как будто бы кудрями. Так, приказывай ему отвечать, кто он такой. Он показывает, он говорит, как звучит как программа, то есть роботизированный голос, и он начинает двигаться, то есть он стоит неподвижно, а эти ножки начинают вот так вот двигаться, вот как эти карты руками двигались. Мгм. Что это за программа? М, Оно звучит как закосичить. Ну, в украинском языке есть такое слово закосичити, значит заплести косы. И я вижу, что эта программа, ее работа, вот она берет там в секторе родовых программ, как будто бы лежит такой дедушка, то есть это программа. Вот так он Мгм. лежит, у него такие, как усы, а, и голова такая, как седая, но он постепенно чернеет. Ногами он в секторе магии. Сейчас я посмотрю, что это за дедушка. Одел Мгм. это символ, считывается, мудрость веков, философия. И я вижу, как эта программа берет как будто бы бороду, то есть волосы седые, сияющие, но борода такая черная. И он своими ножками как двигает, эта палочка, то заплетает косичку. М, И это также считывается, запутывает карты, ну или заметает следы, уничтожает возвращение к своему альфа-пути, к истинной мудрости. Так. Этому дедушке приказы отвечать, кто он такой. Он говорит, что он род Маргариты, память Мгм. предков, родовая память. Так. А, он связан как-то с тем контрактом, который ты видела в родовых Да, программах? да. М. Давай проявляем этот контракт. Но контракт подписала Маргарита в момент, я вижу много слоев этого контракта. Один слой это оно считывается вот как а, материал, ну, скажем так, психический материал, то есть память родовая, которую буквально
заплетает вот эта программа запутывать следы, Это черный человек. которая, да, сейчас надо посмотреть, когда он образовался, когда эта Мгм. программа образовалась. Она Мгм. образовалась тогда, когда Маргарита вызывала духов. То есть Мгм. это точка входа. Открытие портала Мгм. считывается это как пренебрежение собственной волей. И когда я смотрю, то я не вижу этого момента на физике, то есть оно отменилось не до конца. И я вижу, что образуется этот механизм, вырастают эти черные руки, они как длинные перчатки, как рукава такие. А живые руки Маргариты, которые символизируют творить, возобновлять, расцветать, они как бы отламываются. И образуются вот эти руки-рукава черные, которые в этот момент, когда я говорю, вдруг схватили этого Илью Цельнозора за шею. И когда они его схватили, то они начали у него же такая тельняшка белая, черная, начинают эти руки отрывать эти черные полоски, Мгм. они какие-то внутри, тут такие буквально как бы глубокие такие вот слои, и отваливаются вместе с этими руками-перчатками. Так, а что это означает все? Это метафора. Сейчас я посмотрю, считаю. Считывается перестройка, гармонизация. Мгм. Так. Так, сейчас я посмотрю, какой контракт. Мгм. Я вижу, что такого я, ну, первый раз это вижу, такого никогда еще не видела, что во время этого контракта я подумала смысл этого контракта, и я вижу, что разделяется прослойка. Никакой прослойки больше ни у кого такой я никогда не видела. То есть ее энергосфера разделена на внешнюю оболочку, под которой еще есть одна внутренняя, и между М. которыми идет вот эта как стоячая Волна. волна. Да. Мгм. Мгм. Так, это по этому контракту образовалось по Э, родовому? Или с Нет, чем не по это родовому. оболочка Это двойная? образовалось, это по контракту с Ильей Цельнозором образовалось, а материал использовался родовой, и у меня идет информация откуда-то, еще не понимаю откуда, но считывается информация, что Маргарита выполняет какую-то практику неправильно или неправильную. Мгм. Нужно будет уточнить, что она делает, что создало такое вот перенапряжение страшное вот в ее пространстве. Мгм. Я такого никогда не видела раньше. Так, хорошо. Тогда отсоединись пока что от всех и от всего. Да, А, найди контракт с Ильей. Давай сначала его разберем. да, он ей одевает эти, выдает как будто бы завхоз по этому контракту, выдает эти рукава-перчатки, говорит, что будет носить Маргарита их вечно. Ам, Потом образуется вот это разделение ее пространства на два, и вот эта волна, которая отражается постоянно то от одной, то от другой поверхности и колет ее. Мгм. На что еще Маргарита согласилась по этому контракту с Ильей? Когда ты это спросила, я увидела, что Маргарита этой рукой, которая якобы есть и которая якобы отломалась, берет, вот так хватает этого дедушку, который там лежит за бороду и за усы. Вот хватает и вот так вот стягивает эту
ту черную энергию, которая как накладка, как на египетских мумиях. Такие на бороды они какие-то штуки одевали. Мгм. И она это вот так просто сдвигает, и эта борода освобождается, и становится такая, вот такая круглая, такая кудрявая, и лицо этого дедушки становится круглым, веселым, такой, с такими глазами радостными, и волосы такие красивые развиваются, и борода, и усы, все такие кудри, и он встает и превращается в огромное, как дерево. И когда он встает, то у него эти ноги, как корни, все трещит, вырывается из этой черной почвы в секторе интерферентов, то есть отсоединяется и так резко пух, вылетает, и здесь Мгм. образуется с правой стороны, вот здесь, где программы жертвенности, там он превращается в такой шар, Мгм. который берет, и у него в руках образуется как будто бы мастихин, которым он начинает, как рисует в пространстве на поверхности Маргариты, а Маргарита так голову повернула к нему, так глаза закрыла и так задержала дыхание, а он мастихином, ну, знаешь, как художники мастихином рисуют, Мгм. а он так тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых, считывается это исцеление рода. Мгм. А в Так. этот момент я вижу э, через эту палочку, ну, этого человечка черного, да, Мгм. а этот портал закрывается, этот черный портал вызывания духов этого Илья, и этот Илья рассыпается. Сначала ушли вот эти черные пластины с него. Ну, он не как человек считывается, он как набор программ, то есть вот так вот. И эти его глаза, это все. И Маргарита, когда смотрит на это все, то у нее вот эти застывшие а, тарелки, скажем так, вот эти энергии, они под воздействием внутренних лучей, они вот так вот смотрят в глаза, то они вот так вот разломались на фрагменты, рассыпались и тоже уходят как бы под спину этого дедушки, который там лежит. И там как такая черная трава, и оно туда все уходит. А Так. дедушка встает, и у него такая котомочка и палочка на плече, а там котомочка. И когда он встал, вот так, потом садится, как будто бы встал, прошел, сел, открывает эту котомочку. Это такой мешок, где считывается внутри как серебро, Мгм. такие монеты серебряные. Из этого, как из горшка, вырастает такое дерево. А на этом дереве ну, такие, как серебряные монеты. Но мне интересно, почему серебряные именно. Мгм. Посмотри, почему именно серебряный и что это за дерево выросло. Оно считывается, я слышу, окисляется, как будто бы проба недостаточно высокая еще. И считывается, что промежуточный а, механизм М. исцеления, этап. Мгм. Мгм. Хорошо. Посмотри, как изменилась эта двойная оболочка. Она Ну, еще она есть? ослабла, но она М. есть. Так. Вернись к этому контракту с Ильей. Да. Посмотри, на что Маргарита еще по нему согласилась. Опять это слово звучит вечность. Но вечных контрактов не бывает, это ложь.
Мгм. Сейчас когда я смотрю на то место, где был Илья, он начал опять собираться по этим кусочкам. Так, почему? Что помогает ему Потому что мы собираться по дали кусочку? запрос, мы туда смотрим. Мгм. Ну, пока посмотрим, давай, потому что нам надо разобрать полностью все. По этому контракту с Ильей что Маргарита получила? Она получила черные руки, мне показывает. Вот Мгм. черные руки, с которых такие черные перчатки длинные тянутся в сектор интерферентов. И они растут из этой черной травы, на которой лежит мудрость рода. Мгм. Так. Это черная трава, это по этому же контракту Саботажник. с Да, Ильей? это саботажник, это все те программы, которые саботируют истинный путь. Мгм. И я вижу, что это связано вот с этим двойным а, кольцом, Контуром. контуром Мгм. вокруг Так. А энергосферы. посмотри, что Маргарита потеряла по этому контракту с Ильей. Я вижу, что она показывает, что она как будто бы закопала, берет из сердечного центра, как сердце, как такое сияющее сердце, и буквально закапывает вот, в родовой системе, то есть в секторе интерферентов. Что это она делает? Оно считывается как внутреннее солнце, гармония, целостность. Это именно то, что способно разбить вот этот двойной контур и убрать вот эту сегментацию, считывается. Мгм. Так. Вернись к контракту с Ильей Да. и посмотри, есть ли еще какие-то условия, на Я которые вижу, Маргарита по нему что согласилась. там ну, как-то запечатлелось во время вот этой символ цельнозора. А сейчас я хочу посмотреть. Вот там есть как такая точка черная, от которой пошел портал вниз. И там она как будто бы в таком сосуде, какой-то разломанный, как бы глиняный такой сосуд с тоненькой шейкой, да, а часть так отбита. И она через эту пробоину спрятала в тряпочке, в такой блестящей что-то. Мгм. Считывается, что она там часть сознания, и свое вот это лучи, которые из глаз шли, ее внимание, она вот там закопала в этом глиняном черном сосуде. А что стало? Сейчас давай посмотрим, а что с этой энергией, куда она пошла дальше. Мгм. Потому что я вижу, Посмотри. что эту энергию вот Илья берет и наматывает вот так вот. Щух, щух, щух. Мгм. Так вот тянет, Посмотри, куда наматывает. он ее использует. И там же возле него постоянно, это нужно сказать, я вижу лицо Моны, и вот как она говорит, шепеляет немного, вот она так и говорит, там сидит. Вот. И она такая, а, э, как без формы, какой-то свет. И когда он это Посмотри. вот наматывает, эту Мгм. энергию, то эта энергия проходит как-то сквозь него к Моне. Посмотри, на что они используют эту энергию Маргариты. Для Я чего? вижу, что эта энергия Маргариты наматывается вокруг Моны, вот так вокруг талии почему-то, и у нее талия такая становится большая, круглая, и она так подлетает вверх, именно к пространству будущего Маргариты. Сейчас я спрошу, что она делает там.
Зачем им энергия Маргариты? Приказываем отвечать. Она говорит для совершенствования мира, но оно считывается, что совершенствуется Мона, а не мир, потому что она как бы забирает энергию из будущего Маргариты. И мне там считывается, что там пустота, и именно эта пустота не дает возможности Маргарите реализовать, не только реализовать свои проекты, свои желания, но даже это как зайти туда, потому что там образовалась ну, пустота, Пустота. там энергия как вакуум, то есть вот это будущее, потому что у каждого человека ну, изначально вот это, где сектор будущего, высшего я, там всегда гармония, всегда целостность и всегда связь с источником. И именно это вижу, как украла Мона и наматывает на нее же. Мгм. Вот. Так, вернись к сосуду. Да. Что это за сосуд? Оно считывается память. Что спрятала Маргарита туда, в него? Я слышу будущее. Какое будущее Маргарита туда спрятала? Ее будущее, вот это, которое связано, что вот так шух и разбивает этот двойной потолок. Мгм. Посмотри также этот двойной потолок. Что это за новая конструкция вообще? Для чего она? Почему именно такая конструкция им Оно понадобилась? считывается хищение, Так. хищение потенциала. То есть у Маргариты в пространстве, как у каждого человека, уже как бы есть вся гармония, вся красота, все совершенство, все богатство, все здоровье. Мгм. Понятно. Отсоединись от этого всего. Да. Вернись к контракту с Ильей. Он начал психовать, орет и говорит, что ты никогда не сможешь освободиться от меня. Ну, скажи, что тут главная Маргарита, а он вообще тут на время в гостях только, пока ему разрешено было. Он услышал А, твой голос и так Привет ему сильно передай. уменьшился, и какая-то красная энергия как хляпнет ему прямо в морду лица Да. и сбил с него этот колпак. И когда это произошло, я вижу, как Мона закрутилась против часовой стрелки, и вся вот эта энергия, намотанная на нее, размоталась, и у нее талия стала тоненькая, как песочные часы. Как у осы, да? А? Как у Как у осы. осы. Да, Мгм. да. То есть она намотала а, чужое на себя, а Мгм. сейчас размотала. То есть оно вернулось все. Да, передай им, что мы их всех видим, и как они тут обманывают, и что они тут творят. Все это проявляем на свет, все это видимо пространству становится. Я вижу, как эти энергии сами по себе начинают работать. И вот там, где этот дедушка лежал, вот на уровне его мужской силы, как будто бы руки такие берут этого, ну, этого человечка черного и Мгм. отдают этому Илье. А он начинает убегать от этого человечка и начинает визжать, бегать кругами и начинает вот так, как волчок, вот как это Мона крутилась, вот точно так же он Мгм. начинает крутиться, и с него эти пласты, вот эти белые, черные, начинают слетать, а этот ползунок,
Ну, как ползунки Например, выглядит, да, этот человечек. м, Просто оделся то есть мгм. этот Илья получился внутри Мгм. этого болвана. Так, хорошо. Вернись к контракту с Ильей Да, и посмотри, что произошло на физическом плане, когда он образовался в пространстве Маргариты. я услышала хруст и увидела, что в этот момент у Маргариты как будто бы в плечах руки отломались. Точно так же, как ну, как курицу разделывают, да, крылышки ее отламывают. То есть ну, это на эфирном плане. И А на я физике? сейчас я посмотрю, что на физике. Да, я Мгм. переключу внимание Хорошо. на физическое. Мгм. Сейчас, подожди. Ну, сейчас настрою. Я вижу в этот момент Маргарита опять же рисует этот символ. Она буквально считывается, запечатлевает фокус. Мгм. И как будто бы именно этот символ, он как стал такой отправной точкой, на которую привязались все родовые контракты. Мгм. Посмотри, какое решение приняла психика Маргариты в момент образования этого контракта с Ильей. Еще раз, Какое решение приняла психика Маргариты в момент образования контракта с Ильей? опять прозвучало то же самое. Что это значит, я не понимаю пока. Звучит: я дала ему пощечину. Что это значит? Я вижу, что в том моменте уже было прописано будущее. Для него важно было, и для Моны, украсть ее будущее, а Мгм. для Маргариты она как бы просмотрела это будущее, отдать все ему. И вот я вижу, как она это отдает. И вот этот двойной контур, он так вот сгибается с этими вот такими штуками. Это Мгм. как армированная такая штуковина. И Мгм. она ему тоже, это как испорченное колесо, отдает. И в этот момент я вижу, как ну, типа карандаш такой толстый, как осколок черный такой. Он вылетает у нее из рук. Я ей передаю, что она в сегодняшнем моменте, в этом моменте, в то время, когда она приняла решение использовать символ как его магический символ как защиту, она может отменить это решение, потому что она принимает силой воли решение каждую секунду, каждый момент, согласно своих выборов, и может Мгм. отменить это решение, поддаваться на эту магию. Так, Маргарита нас сейчас пока не слышит. Может, мы ее подождем, чтобы она тоже участвовала в этом расторжении. Ну, картинка Как дальше тебе? идет. Идет? Идет Хорошо. картинка, и я вижу, как она вот так вот кричит, и кричит ему: «Я больше не твоя М, раба, мгм. я больше не служу тебе». Идет такое, как эхо. Говорит: «Я Мгм. больше не приду к тебе». И обращается к Моне и приказывает ей, так показывает, говорит, приказывает ей отдать свое будущее. И Мгм. говорит: «Моя жизнь, мое будущее принадлежит мне». И я Так. вижу, как в секторе Первотворца, Высшего Я, будущего, начинается такое свечение, как будто бы вот так крутится по часовой стрелке оттуда вот так вот крутится. Что это за процесс?
Но считывается восстановление гармонии мира. Мгм. Так. А почему всего мира? Да, вот это гармония какого мира восстанавливается? Я вижу Маргариту, а, как будто бы она какая-то планета. Мгм. Типа Венеры, вот что-то такое. Вокруг ее пространства буквально считывается тоже энергосистема планеты. Мгм. Ну, вот как Венера. Так. И что там за процессы происходят? То, что вот это восстановление гармонии мира. Считывается застывшая память. Еще Так. вопрос какой ты задала? Восстановление гармонии мира. Ты сказала, что происходит. Посмотри, какого Опять мира, звучит, что Маргарита главный процессор чего, гармонии мира. какого мира. Сейчас я посмотрю. Ее мира. Но не только как Маргариты, Мгм. а как представителя высших духовных существ, сошедших на Землю. Это Мгм. считывается, как будто бы вот она, а, Маргарита, как часть души планеты, планеты в Солнечной системе. Мгм. Не слабый они себе источник энергии подключили. Да. Видит ли это сейчас все Маргарита? Частью чего она А является? она Сколько в ней посмотрела силы, на это мощи? все и так руки заломила, а у нее все еще вот эти черные рукава. Мгм. И она говорит, как я это все допустила. А я говорю ей, показывая такой какой-то экран, и говорю ей, что так должно было случиться. Мгм. А почему оно должно было именно так случиться? Для чего? Потому что она упала, споткнулась. Я вижу, как у нее правая нога, как будто бы в колене а, сломалась, ну, подкосилась и заставила ее как склониться. Мгм. А она сейчас выглядит как золотоволосая такая, а, вот как нимфа, какая-то богиня. Мгм. Что сейчас с ее коленом? Я вижу, что вот какой-то там контракт есть, наверное, потому что это колено, оно стало частью этого человека черного. Мгм. Давай проявляем этот контракт. Когда это случилось? С кем подписала Маргарита этот контракт? И что произошло в тот момент, когда он образовался в ее пространстве? Я вижу из сектора интерферентов, как будто бы какой-то человек идет, и у него такой треугольник, и он меряет. Идет и так, шух, как землю меряет. Мгм. Вот так вот. Сейчас я посмотрю, кто он. Ну, Он опять приказывай ему. считывается как София, человеческая мудрость. Теперь уже не только ее род, но вообще человеческая мудрость. София, этот дедушка, М. оказывается. Мгм. Так. А, Я сейчас спрошу, что это, посмотрю, что это он меряет. А он м, говорит, что он меряет землю, море, воздух и небо.
Так, для чего? Говорит, что он измеряет человеческую сущность, одобряет право быть сущим на земле. Так. А к контракту вернись. Я вижу, что это богиня, она вот из сектора будущего, как с высшего я, опускается, летит как будто. И до Мгм. какого-то момента она долетает, как будто бы до сферы, до ноосферы Земли, и упирается коленкой, и на ноосфере Земли образуется вмятина, а у нее вот этот имплант, правая коленка. Что эта метафора означает? Смотри, что означает эта метафора. Я вижу, что на физическом плане в этот момент произошло столкновение планеты Земля с каким-то небесным телом космическим. Мгм. Считывается, что это открыло возможность пришельцам зайти в пространство. А кто такие пришельцы? Да, посмотри, каким пришельцам дало возможность зайти в пространство. Ну, мое внимание перенеслось в сектор магии, и я вижу, что вся наша Солнечная система находится внутри огромного шара, а кто-то из сектора магии как будто бы с таким молотком стучит или топором стучит, вот так пробивает. Мгм. Проявляем на свет того, кто топором пытается пробить. Я вижу, что считывается, что оно звучит вот так: иллюзия, Илья. Мгм. Что это вообще за энергия пытается пробиться в Солнечную систему? Я вижу, что это идет ну, такое вот движение, как будто бы какой-то египетский бог с головой птицы и с таким длинным клювом. Мгм. А ноги его, как когти, вот как лапы орла, как будто бы с когтями, они находятся в секторе родовых программ, в секторе интерферентов. Почему-то идет слово чокнутые, Мгм. повешенные, чокнутые. И я вижу, что они пришли из пространства, где ам, какие-то штуки висят в пространстве, как в замороженном виде, как эти, Ш- как мыши летучие, Что там за штуки висят? как будто бы в пещере. Я вижу, что вот тот один мышь — это вот Илья, Мгм. и считывается, что он вот из глубин небесной памяти вытаскивает то, что должно идти на утилизацию, и его вот так вот запутывает и переиначивает. То есть он Мгм. манипулирует временем, памятью, восстанавливает коды допуска. И когда я вот это произнесла, то я вижу вот там, где он топором рубил, он Мгм. там появляется такой замок с такими циферками, тын-тын-тын-тын, и оно так пищит.
изменяет коды доступа к нашей реальности. Мгм. Вот ему с топором приказываем отвечать, кто он такой. Он говорит, что он рубитель родов человеческих. И я вижу, как он огромный такой в таких черных сапогах стоит в виде Сталина, но он как бы олицетворяет все мировое зло. И он такой огромный, а дерево такое, как род человеческий, который представляет и как будто бы мозг человека, это крона дерева, и он со всей силы рубит это дерево человеческого сознания. Так. Приказываем отвечать, что он делает. Теперь звучит коситель, ну, типа, что он косит человеческие души, и я вижу, что его эти практики приводят к тому, что он буквально берет какую-то часть от маргариты, опять же, этот символ идет тарелочка, что кто-то ест, и Мгм. перемещает вот туда, в глубину, как сосулька, ну, как летучая мышь вверх ногами, как будто бы такая пещера там Мгм. замороженная, и он там раз и эту сосульку повесил, и она считывается, Маргарита, фамилия ее звучит, и вижу, что она там вот так вот издает такое свечение, так раз, 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 Мгм. такими импульсами. Что это они собирают в своей пещере? Считываются личные души каждого участника, эмблемы смерти, Участника чего? эмблемы смерти, символа всех, кто брал участие в этом. Вот Мгм. этот символ, он считывается вот как закон, как будто бы ворота открылись, через которые стадо таких овечек просто врываются вот туда, а их так нагло загоняют туда, и их макают в какую-то, как будто бы в ртуть. И потом, когда в секторе магии в такой казан с ртутью опустили, потом вешает в этой пещере, в системе рода человеческого, Для чего с они это человеческой делают? памяти, в поле человеческой памяти. Для Оно чего они это отсчитывается делают? как эти души законсервированные, и от каждой души идут такие, как золотые ниточки. Вот, теперь понятно. И опять этот образ серебряного дерева, потому что золото как символ драгоценного металла, более драгоценного, чем серебро, которое не окисляется, которое Мгм. символизирует целостность и способность отбивать атаки, было украдено. Я вижу, как они, как ниточки золотые от этих душ, выматывают это золото, эту способность противостоять злу, магии. С какой целью они это все собирают в своей пещере? Я вижу, что они наматывают это вокруг себя. Они в виде таких трутней, пчел толстых, ну, буквально считываются как трутни, которые как рой такой и в секторе интерферентов, то есть это в поле человеческой ноосферы, и они вокруг себя вот это все наматывают. Считываются они все соучастники великого передела мира. То есть я сейчас нахожусь и считываю информацию, что происходит в ноосфере. И Мгм. они обматывают, и у них, у всех вот этих соучастников
загораются такие лампочки. У них получается, у каждого человека с живой душой появляется его собственное будущее, есть, да, его целостность. А когда они поворовали это, то у них получается э, чужие, сворованные жизни. Они Да, воруют жизнь. лишают людей их будущего, да. Да, они мешают людям воплощению по собственному плану. Они управляют воплощением душ. Так. А, вернись в тот момент, когда он стучит топором по сфере. Да, я вижу, что он стучит топором и выстукивает, получается там как книжка такая. Что позволило ему проникнуть в наше пространство? Где это разрешение, договор, что это? Я вижу сейчас этот старик, который лежит, и борода такая черная, родовые контракты, уязвимости, еще какие-то слова звучат. Так, Они послушаем. буквально считывается как лязг, как будто бы два металла друг от друга ударяются, и такая волна идет. И эта волна от этих родовых проклятий, родовых контрактов, она распространяется и возбуждает в секторе магии вот этого Илью. Перед этим это были магические ритуалы другие, там карты, гадания, всякая То фигня. есть притянули, да, Да, этого Илью? они слышат, то есть получается, буквально, когда ты это сказала, то я увидела, что он видит этот портал и так нагибается, и он смотрит, как в такую норочку, да, в пространстве Маргариты смотрит, и этот портал, этот вход ведет именно к родовым программам и к прежним решениям. То есть он держится на уязвимости. И сейчас же я вижу опять этот образ, как вся система срабатывает так, что когда они вот притягиваются на уязвимость, то вот карма им возвращается. И это вот символ, как этого деревянного человека кто-то отдает Мгм. ему же. Так, хорошо. Вернись к этому основному контракту с черным человеком, там, где вот эта София. Да. А, давай приказывай проявиться всем сторонам этого контракта и стать по старшинству. Вот я вижу эту золотистую красавицу. У нее коленка почернела, она как бы ударилась коленком правым. В секторе интерферентов находится этот спрут. Это считывается как родовая система, память человечества. То есть это ноосфера, Мгм. коммуникация. А в секторе магии считываются пришельцы. Так. Правильно я поняла, что этот контракт образовался в пространстве Маргариты, когда она стукнулась коленкой? Ну, да, но это произошло еще очень давно, Мгм. А, до ее воплощения как человека. мгм. Посмотри условия этого контракта, на что Маргарита Сейчас, согласилась тут мы пойти. еще один момент не узнали, кто такие пришельцы, потому что идет информация, что ам, это очень где-то давно и очень глубоко. Мгм. Проявляем на свет И эту идет информацию. информация, что вот Илья и другие такие эзотерики, да, Мгм. которые вот презентуют себя как представители пришельцев, они не просто играют роль этих пришельцев в этом воплощении и несут эту информационную нагрузку, то есть они как роль играют и выполняют ту же роль, которую выполняли эти пришельцы.
А Мгм. пришельцам считывается попечитель душ человеческих. Кто-то там внизу, кто-то попечитель душ человеческих. И Проявляем на свет. звучит это вот этот образ сатана, считывается, слышу, сатана, попечитель душ человеческих, надзиратель, М. ангел-хранитель. Он надзиратель от кого? От чего имени он тут надзирает? О, я вижу его в том времени, то время, когда он был светом. Мгм. Он был помощником, ну не надзиратель, а как помощник, попечитель, ну типа как бы чуть ли не отец, сын, а второе звено. Мгм. По Так, старшинству и второе звено. в какой момент он А, стал надзирателем? Что произошло? Ну, я вижу, что земля была как бы окутана таким светом. И он вот так вот прислушивается. Он как был посредником между человеком, и он печатает как будто бы на машинке, а потом относит как к Всевышнему. Мгм. Он был посредником, я слышу, в воспоминаниях, в желаниях. Мгм. Он Найди, был главным, кто помогал человеку совершенствоваться и выполнять его мечты. найди момент, когда все изменилось, когда он Опять стал Маргарита. надзирателем. Вижу, Маргарита коленкой ударяется, как будто бы такую, считывается, твердь небесную. Вот она долетела как бы до планеты Земля, а вокруг такая медная, как купол такой, и она ударяется. Так, с какой целью она летела на планету? Я слышу взаимодействие, и я вижу, что между всеми планетами нашей Солнечной системы происходил такой энергетический обмен. Они все вместе работают, как бы и идут сигналы между всеми планетами. Мгм. А когда этот медный купол образовался, об который она ударилась? Ну, я вижу вот этот, который считывается как противник, сатана. Когда она летит, он так на нее посмотрел, и у него вот где левое полушарие, там образовался такой, как медный, ну, пластина такая медная. Я вижу, что была нарушена коммуникация между высшими духовными сущностями, потому что это Мгм. было задолго до того, как Маргарита воплотилась человеком. А найди основную причину, почему эта коммуникация была нарушена. И я вижу опять, как он печатает, чидыдыдыды, как будто бы на печатной машинке, и когда он печатает, у него он превращается из этого м, ангела в такого, как в черта. Он сгорбился, стал таким, у него когти выросли, а на ногах, то есть руки как когти, а на ногах копыта, и вырос хвост. Какова основная причина, что он превратился в такую сущность? Донос. Я слышу донос. Вот он что-то напечатал и отнес. А, Ну, это считывается типа как попечительский совет. Мгм. Какой-то донос на человечество. Вот посмотри, какой донос он отнес на человечество.
если можно. Ну, можно, оно только оно не словами мне идет, не все словами. Сейчас я вижу образ, как будто бы человека откусывают, и что человек, ну, значит, несовершенный, ограничен. Мгм. Это вопрос власти над человеком. Так. А какая причина, что он этот донос отнес туда? Я Для чего он вижу это в его сделал? пространстве, ну, когда ты это говоришь, что я вижу, что в его пространстве он стал, вот как рисуют этих водяных, да, Мгм. то вот этот ангел вдруг превратился как в такой сосуд, у которого вот так шух, внутри что-то упало до уровня вот тазобедренного сустава, такая пластина медная. Считывается, что захотел управлять миром людей магическим способом. То есть не по конам, оно считывается попечительство, то есть помогать, управлять по законам зла. Хорошо. А почему ему разрешили? И кто ему разрешил так? Попечительский совет. А почему они такое согласились сделать над Я нашей Солнечной слышу, системой? человек-соучастник Соучастник чего? конфликта против Творца. Я вижу, что были втянуты. Я просто не хочу делать выводы, я не хочу, я просто ну, озвучиваю то, что вижу. Но я вижу, что были втянуты высшие духовные сущности, э, человек физический, человечество, и получился как бы спор о власти между духовными сущностями, которые разделились по две стороны. А спором стал человек. То есть Мгм. предмет спора стал человек. А на что дали согласие попечительский совет? Произвести ревизию человеческого разума, Так. И в дойти чем, до... О, а, до чего дойти? как-то я вижу это все пространство, опять этот мозг, как будто бы дерево, а где крона, только уже огромный мозг такой. М. До чего дойти? Я слышу Согласился. опыт выбора власти. Мгм. В этот момент какой-то контракт заключается, когда попечительский совет дает свое согласие провести эту ревизию. Я вижу, что появляется большое количество смотрящих. Они просто смотрят. На что они смотрят? Я вижу, что появляется такая красная рука и черная. Красная рука идет как будто бы от первотворца, как огонь, а черная магическая и от этого сатаны. И эти как наблюдатели как бы Мгм. разрывают их руки, то есть спор. Каковы условия этого спора? Попечительство власти, кто имеет право управлять человеческим разумом, человека. Так, и каковы условия этого спора? Слышу пройти до конца и вижу тот момент, вот как у Маргариты, вот этот деревянный человечек, то есть этот ложный путь, ложный выбор,
она его выбрасывает. И вот как она отдавала это Илье, Мгм. и я вижу, что когда она это Илье отдала, то этот весь эгрегор зла сильно замучился, его сильно как будто бы мучают. И он застонал, этот сатана, и рука у него ослабла, а эта красная огненная рука а, сильно так как бы стала еще более сильнее, и выходит там один палец в этой руке. Что это означает? Он считывается как скипетр, символ власти. Вот и здесь с руки выходит такой Мгм. скипетр, который направлен на лицо этой системы зла, Мгм. от которого он буквально шкварчит, его лицо морщится и страдает, он не может этого вынести. Мгм. Я вижу, что в ноосфере, в общем человеческом поле разума происходят глобальные изменения, когда человек на уровне своего осознанного выбора расторгает эти контракты. И вдруг в этот момент я вижу, как эта золотистая девушка, это богиня, Мгм. коленка у нее вот так выравнивается, и этот имплант, который был как такая согнутая палочка, как треугольник, превращается в такую пластинку, вот именно ту, которая появилась у этого сатаны на левом его полушарии. Мгм. И она эту пластинку, как тарелочку медную, вот так ему отдает. И в этот момент вся планета как бы ожила. Это плотное, оно считывается как карцер. Ну, как Мгм. это карцероген, вот это Мгм. вокруг планеты Земля. Оно исчезло, и воздух начал двигаться, энергия начала вот так вот двигаться. Мгм. А она оглядывается назад и руку протягивает кому-то в секторе будущего, и ее просто туда вот затягивает. И она проходит сквозь такой портал черный. Сейчас я Мгм. посмотрю. В такой свет. То есть там свет, здесь это все происходит. Это считывается как физическая реальность. А вот эта черная прослойка считывается как быт, сознание. Вот, и я вижу, что происходит такое мгновенное, ну, как бы попадание в другое пространство. И когда она туда попала, то перед нею появилась такая огромная книга с крыльями. Так, что это? Ну, считывается миссия Творца. И я вижу, что эта книга– это как птица, как голубь, вот так вот с крыльями, голова, вот все, глазки, как Мгм. голубь. Считывается мир, гармония. А какая там миссия Творца? Я слышу вернуть попечительство над собой. Мгм. Вот оно что. Над ней, как над планетой? Нет. Каждый человек должен попечительствовать над собой, то есть взять ответственность, мы говорим, над своей жизнью, в свои руки, Мгм. отвечать за свой выбор, за свою реальность. Ну, стать творцом, это же и Мгм. называется. Мгм. То есть не Хорошо. отдавать свою волю в руки кого-то, не доверять всяких проходимцев,
а доверять своему выбору, своему пути. Так. Посмотри, что сейчас с тем контрактом, который был между черным человеком и Софией. Сейчас я вижу, что появляется вот этот эгрегор, который организовал этот Илья. Мгм. И это как лампочка, она там светилась. Она так ожила, перестала сигналить, ну и говорит, типа, ну, я тут побыла немного, хватит, типа, ухожу. Да, если хочет, то Маргарита может передать информацию всем тем, кто там также находится в этом эгрегоре. Информацию об освобождении, исцелении. И я вижу, как она вот это наматывает свою золотую нить, этот Мгм. альфа-путь, ее вот так вот себе наматывает, и вырастает ее энергосфера золотым свечением, вот так вот начинает все светиться. И я вижу, что она просто даже... Ага, как интересно, смотри. Они всегда ищут открытый портал, точку входа, да, чтобы найти Мгм. контракт. А чтобы выйти оттуда, ей не нужно ничего идти по этому темному пути. Я вижу, как она просто поднимается вверх, а вот эти все преграды, вот этот склеп, который ее там держал, он просто растворяется. А вот эти соучастники, Мона, Илья, они вот так крутятся, как юла, так вот, и с них э, сматывается эта золотая нить. Мгм. И Интересно. сейчас я вижу этого дедушка, который там сидел, который Мгм. С также звучит. серебряным этим деревцем. Да, это вверху из серебряного деревца начинает расти золотое. И оно вот так вот как-то как змейка движется энергия, и вокруг такие шух-шух-шух, как веточки растут, и оно начинает светиться и становится таким огромным. И вот эта как богиня просто берет и правой ногой вступает сюда, в это золотое, считывается золотое кольцо спасения. Так. Энергетическая, это естественная энергетическая защита. Мгм. И И что так происходит? легонько поднимается вверх. Что это за процесс? Считывается возвращение к себе. Мгм. Вернись к этому контракту, там где-то черный человек, София. Есть ли он еще в пространстве Маргариты? Нету. Так. Проверь также тот, что был контракт с Ильей. Есть ли еще что-то от него в пространстве Маргариты? Мгм. Он там в его пространстве рыдает, что она у него забрала все. Мгм. Я А, передаю Маргарите, пусть она заберет все, что ей принадлежит, до каждого так. кванта своей энергии, а ему все его пусть отдает. Мгм. Вот из сосуда, чтобы Маргарита убрала, забрала эту частичку памяти, да, она там оставляла. Ну, вот она еще там стоит Так. почему-то, эта вазочка Мгм. Что разбитая. держит? Что держит эту вазочку в пространстве Маргариты? Ну, я вижу, там какой-то человек стоит в полосатой такой одежде и, и залепливает, пытается залепить, чтобы она не нашла там это сердце свое, солнце внутреннее. Так, приказываю этому человеку отвечать, кто он такой. Блин, опять Илья с этой шапочкой на голове. Что он делает в пространстве Ну, это Маргариты? же не сам Илья, это те Ну, программы, энергетика. которые Мгм. еще работают, да, которые сейчас надо посмотреть, когда он образовался, этот. На чем он держится, эта энергия в пространстве Маргариты? Я вижу такая маленькая такая волна идет, ниточка в сектор родовых программ, считывается искушение.
Быть или бить? Искушение. Бить. Посмотри, кто находится в родовых программах, в секторе родовых программ. Я Что это? вижу вот это, что я видела, эту траву, Мгм. но мы не посмотрели до конца, что это. Я вижу, что там где-то вот типа трава, такие колючки, что там как кусок ежика такого колючего. Что это за энергия? Ну, можно сказать, что это агрессия, считывается отдавать злом за зло. Так, кто хозяин этой энергии? Подключка идет в сектор духа, то есть вот так внизу, прям под ногами. Мгм. Эгрегориальная структура. Там вижу, как будто бы ведьма такая шух-шух-шух, крутит ложкой в этом казане. Что это за структура эгрегориальная? Сейчас я посмотрю. Оно считывается как лицемерие. Мерить лица. Вот как этот Так, человек ходил там, мерял. Это лица мерять. что это означает? Мерять Сейчас, лица. сейчас я посмотрю. Лицо – это идентичность. Ам, Считывается распределять роли, навешивать ярлыки, определять вместо человека, кто он. Так, это эгрегориальная структура. Когда появилась в пространстве Маргариты? Что произошло на физическом плане? Я вижу, что там очень много событий. Основное найди. Считывается ругань, и я вижу конфликты в семье. Но я вижу, вероятнее всего, что это с прошлого сеанса тот конфликт, который она описывала, когда она жила у родственников, потому что я там вижу чужих людей, взрослые, пренебрежение, я вижу ею, пренебрежение ее личностными границами, Мгм. На свод чем? правил, считывается свод правил рода. Мгм. На чем эта ситуация еще держится Маргариты в пространстве? Так, вижу, что от этой структуры идет вот где-то, где контракты на уровне талии, а потом идет снова такая полоса в сектор будущего. То есть это то, что закрывает ее будущее, а, препятствует отпусканию. То есть это то, что держит ее в прошлом. Мгм. Так, видит ли Маргарита эту всю ситуацию? Сейчас вот она смотрит, я вижу, и у нее буквально на спине как будто бы панцирь, как чужая кожа. Буквально как будто бы кожу из какого-то медведя натянули ей на спину. Вот так вот, как будто бы И как это на нее влияет? оно считывается отдать тем же. Избыточная принципиальность. Кто хозяин этой шкуры? Ну вот, родовая система, вот этот считывается концерн злости. Когда эта шкура впервые появилась в пространстве Маргариты? Что произошло на физическом плане? Я вижу только вот эта штука, где там все ругаются. Да, в этот момент эта шкура появилась в пространстве Маргариты. Я не вижу этого момента, этот момент не проявляется. Мгм. А почему не проявляется момент, когда шкура впервые появилась в пространстве Маргариты? Вот я смотрю, а оно все там вот так вот кружится, как будто бы такой балаган. Много там всего, какие-то Так, юбки цыган, хорошо. чего там только Давай нету. найди основную причину, почему эта шкура появилась в пространстве Маргариты.
Я вижу, и считываются такие энергии, ну, как бы самообороны. Она берет как какие-то эти доспехи, одевает на руки, вот сюда. А, избыточная оборонительность, ожидание подвоха. Это все Так. связано с тем, что вот в ее пространстве было закрыто ее будущее, Мгм. украдена энергия будущего. То есть, и поэтому этот хаос, он проявился. Фактически оно все смешалось в кучу, контракта там как такового нет. Это просто такой семейный хаос, которого Мгм. тоже нет, но держится еще. Передай всю эту информацию Маргарите, Да, что этот весь хаос, это все ее желание обороняться, защищаться. этого По ничего какой уже нет. причине? Да, оно было в ее пространстве, что она сейчас это все убрала, проработала. И она, если хочет, то может отпустить весь этот хаос, снять эти доспехи, найти другой способ защитить себя, экологичный, гармоничный, в соответствии с законами живой Вселенной. Ну вот я вижу, как она работает. Она буквально отступила назад. А вот эти подключки, они такие бордового цвета, как запекшаяся кровь. Оно начало все вот так вот крутиться. С нее это вышло, все пространство. Она отступила назад, и оно так все закрутилось, замутилось. И вот этот блок из сектора будущего, а, вот как оторвался, и все туда вот уходит в сектор интерферентов. Я ей передаю, чтобы Мгм. она стерла со всех информационных полей все, что было прежде. Этого ничего нет. Есть только ее настоящее и будущее, самое светлое, ее здоровье, ее чистота. Пусть она эту шкуру снимает с себя Мгм. и отправляет туда, откуда она пришла. Пусть снимает все чипы, импланты. Это те программы, которые по инерции управляли ее жизнью, но сейчас их просто нет в ее пространстве. Пусть она это отправляет туда, откуда оно пришло. Вот. Возвращает себе свое личное право управлять своей собственной жизнью, выбирать то, что лучше для нее, и в центр Вселенной поставить ее интересы, интересы ее божественной души, и вот очистить ее альфа-путь от чужих убеждений, наваждений, всю магию, все воздействия отдать туда, откуда это все пришло, очиститься от всех чипов, имплантов, зацепок, контрактов, очистить ее пространство, войти в Мгм. пространство абсолютного света, здоровья, гармонии, красоты. И опять она поднимается туда вверх, уже в другом измерении, где она вот эта как богиня. Она поднимается и летит, возвращается к сектору Первотворца. И вот этим интерферентом и в сектор магии идет от нее информация «больше не твоя». Мгм. Посмотри, убрала ли она полностью эту шкуру со своей спины. Но сейчас я вижу, что у нее энергосфера а, вот такая сияющая, и этого нету, что было. Этой Мгм. двойной штуки. Да. Также посмотри, там возле сосуда еще Илья был раньше, как сейчас изменилась ситуация. Ну, я вижу, что ее сердце, ее центр души просто, ну, вышел из этого сосуда, пошел по этому пути, обжег Илью, он не смог удержать руки вот так вот, ее Мгм. свет, потому что только за контракт, то есть контракт это служил буквально как будто бы покрывалом таким, Мгм. которым, ну, вот как горячую вещь можно взять, только если накинуть какую-то вещь, ну, тряпку, например. Вот точно так же этот контракт, это то покрывало, которое
дает возможность этим негативным вибрациям соприкасаться с светом. И Мгм. сейчас она это все возвращает. Э, Я передаю ей, что она может зайти в тот момент, когда она абсолютно станет свободна, гармоничная. И я вижу, как она эту книгу закрывает. Книга птица. Мгм. Так. Посмотри, ушел ли из пространства Илья. Ну, она находится как будто бы в космосе. Там никого больше нету. Мгм. Посмотри на ее руки, как они сейчас выглядят. Живые руки. Она показывает красивые руки. Здесь такие, как шары энергетические. Мгм. Как сейчас выглядит ее пространство, что с ее светом. Я вижу, что есть какие-то энергии, которые как будто бы входят и выходят вот так вот. Похоже, как было раньше. Сейчас я посмотрю. Но нет уже двойного. Оно не ходит так между двумя Мгм. контурами, а как бы и с внешним пространством коммуницирует. Отталкивается от внешнего контура и Оно возвращается. даже нет, оно не отталкивается. А Оно, что это за энергия? сейчас я посмотрю, оно как-то проникает, считывается как прошивка. Буквально идет образ, как будто бы на обувь прибивают подошву. Считывается, возобновляется способность ходить Мгм. своим Так, путем. Да. что это за энергия? Это ее энергия, которая циркулирует. Вот видишь, какие это идут метафоры? Вот этого сатана. Да, это ее энергия. У него копыта выросли, да? М, Потому что он wild. Он как дикое животное, которое отбросило божественные коды жизни и принял и вот эти аферисты, эзотерики, они тоже wild, то есть они живут по конам дикого мира, там, где управляет грубо материальные законы разрушения, а не созидания. Но Маргарита полностью избавилась от этих привязок. Так. А почему, Крылья у нее. почему энергия внутри ее сферы вот так вот циркулирует? Это обычное для нее состояние, что она не выходит наружу, а внутри вот так вот Но она двигается. выходит наружу, но почему-то возвращается как перепрошивка. Считывается, готовится к новому этапу возрождения. А что это за этап? Сейчас я посмотрю. А на следующий этап она вот это пространство, которое для нее кажется серым и угрожающим, она должна просто, оно просто рассеивается. А, она угрожает самой себе, она видит угрозу во внешнем и создает в своей реальности вот эти угрожающие. То есть она не... Она создает свою реальность страхами все еще. А к какому следующему этапу она готовится? Создавать реальность из сердца. Вот я Мгм. вижу, как из сердца вот оно все идет. А что ей поможет перейти на этот следующий этап? Но я вижу, что она лежит и дышит как-то. Что это она делает? Сейчас я посмотрю. Руку протягивает. Включила как будто бы диктофон какой-то.
Умиротворение. Альфа-практика умиротворения. Осознанный выбор. Потом она садится и пишет осознанный выбор реальности. То есть пишет. Потом я вижу, как она подпрыгивает, как будто бы на скакалке. Сейчас я спрошу, что это она делает. Мгм. Она вся задышалась, отдыхивается, вот так встала, говорит, что она делает активные медитации. Мгм. Хорошо. Посмотри, как она сейчас выглядит. А потом она так вот села и вот так сбросила с головы такую черную, как кляксу энергии. Что Отпустила, это? считывается, отпустила думать обо всем. То есть отпустила контроль, я так понимаю. Мгм. Хорошо. Найди ее через год, Маргариту. Но я вижу, что... Ух ты! Она смеется, разговаривает, но она едет на пассажирском сидении в автомобиле, а там какой-то мужчина едет с ней за рулем. И они вот Мгм. так едут по направлению в сектор будущего. Так, на чьей машине они едут? На Маргариты. И она говорит, на моей. Вот показывает. Мгм. Говорит, я Хорошо. купила недавно. Мгм. Хорошо. Вернись здесь и сейчас. Да. Посмотри, помогли ли мы Маргарите убрать все причины, то, что она чувствовала пекло в спине, которое переходило в лицо. Считывается, что это было напоминание. Это защитная функция ее. Напоминание о белье. Он там стоял и как будто бы перчатки одевал, застегивал, то есть он готовился как будто бы к атаке. То есть это защитная функция была. Ну, как я и говорила, что так работает внутренний целитель. Мгм. Также убрала ли Маргарита все причины, то, что она понимала, что это как будто была магия, когда она в затылок, в голове ощущала эти все атаки. Ну, когда ты сказала все причины, то нужно разложить по полочкам все причины, потому что я вижу, ну, как то, с чем мы работаем, с контрактами, а какой-то идет такое, знаешь, что это неточный вопрос, что все. Мгм. Так, остались ли еще какие-то причины? Потому что я сейчас вижу, что как будто бы вероятнее всего, что ей нужно вот она ложит на руку какой-то крем и мажет спину. А, Считывается, что ей нужно обоснование нахождения здесь. Что это означает? Идет она, как знаешь, как говорят, спиной чувствую. Вот спина реагирует именно вот на внутреннее сопротивление. То есть я вижу, что это так работает внутренний саботажник на ее исцеление. То есть идет как бы такой контраст между тем, что она хочет, ей нужно усилить а, свои позиции, быть более уверенной. Мгм. Посмотри, осталось ли у Маргариты в пространстве еще что-то, то, что она воспринимала как магию в затылок, в голове, что было, как она А, считает, было воздействие на нее. ну, внешнего ничего не было. То есть
Это внутри был ее контракт, родовые программы, это тоже внутри нее было, ее решения там были. Внешнего ничего нету. Я вижу, что а, просмотрела тот момент, когда она вот типа думала, что это Галина или кто-то, то я вижу, как эти программы, как черным пальцем с этого отверстия, которое, то есть точка входа, это занятие этими магическими ритуалами было, и этот символ, да, то есть это зацикленность, то она как будто бы эти программы магические пальцем призывали те энергии от негативной части Галины для того, чтобы... Но оно считывается мне, что это запутывание, то есть внутренний этот саботажник или антимир, как мы говорим, он запутывает следы и тыкает пальцем, образно говоря, на того, ну, чтобы избежать обнаружения истинной причины. Мгм. А также найди тот момент, когда Маргарита видела черного мужчину в капюшоне, когда она думала, что на нее магические атаки идут. Вот эти Ну, они образы ей шли, пришли. магические атаки, но только изнутри, а не извне. Мгм. Это был вот этот человечек, то есть этот имплант, образно говоря, то есть это автоматическая программа, которая ее буквально заставляла выбирать ложный путь, выбирать эзотерические практики, эти служения символам, там, картам, то есть не доверять себе. И это образовался такой уже монолитный персонаж в ее подсознании. Я ей передаю, что она может его стереть, потому что она его создала, и может его сейчас вместо него настроить свое подсознание таким образом, чтобы она автоматически получала сигналы от ее, вот, считывается, внутренней системы охраны и предвидела события, которые и чувствовала свою интуицию. Мгм. Да, также Маргарите передай, чтобы она восстановила свою естественную защиту, фильтр, который не пропускает Ну, только. смотри, он автоматически восстанавливается, как человек только очищается, Мгм. считывается как от предвзятостей, от предвзятых убеждений. То есть вот эти предвзятые убеждения, что должен быть какой-то фильтр, должна быть какая-то естественная или неестественная защита. Естественная защита, она работает автоматически, когда растворяются контракты, когда человек выбирает жить в согласии с своим выбором. Мгм. Что сейчас с этим естественным фильтром Маргариты? Ну вот я вижу ее энергосферу, там ничего того, что было, нету. Ее энергосфера светится золотистым светом, это и есть естественная защита. Мгм. Хорошо. Спроси у Маргариты, все ли мы для нее сегодня сделали. Она нам вот так вот благодарит нас, и ее руки, и вся, ну, как бы крылья всюду. Да, она Мгм. свободно освободилась. Хорошо. Тогда все вместе поднимаемся максимально вверх, Мгм. наполняемся живыми, светлыми энергиями радости, любви, гармонии, достатка, здоровья, молодости, красоты. Мгм. Прощаемся с Маргаритой. Да. Отсоединись от всех и от всего. Мгм. Проверь свое личное пространство. Очисти от всего чужеродного. Закрой все порталы.
Все чисто. Поднимись еще выше. Мгм. Наполняйся живыми светлыми энергиями любви, гармонии. Да, все чисто. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, в которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3.